На фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США и его переговоров с Дональдом Трампом, информационная повестка вокруг Ирана резко обострилась. За день до заявлений, прозвучавших из Флориды, социальные сети и телеграм-каналы начали заполняться кадрами из Тегерана и других крупных городов Ирана, где уже второй день подряд продолжаются массовые акции протеста. Формальным поводом для них стало резкое обесценивание иранского реала и скачок цен, однако по своей тональности и содержанию эти выступления быстро вышли за рамки сугубо социально-экономического недовольства и приобрели выраженный политический характер. В иранской столице на улицы вышли прежде всего представители торгового сектора, владельцы магазинов и лавок, связанные с Тегеранским базаром, который традиционно считается важным индикатором устойчивости системы. Протестующие скандируют антиправительственные лозунги. Звучат прямые призывы к отставке президента Масуда Пезешкиана, а силовые структуры применяют слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Сообщается, что на отдельных участках, в частности на улице Джумхури, силовики были вынуждены временно отступить, что мгновенно было интерпретировано в сетях как признак шаткости контроля над ситуацией. Параллельно появились первые видео протестов из Мешхеда, что усилило ощущение, будто сценарий начинает воспроизводиться сразу в нескольких регионах страны. Экономическая подоплека этих событий выглядит предельно жесткой. В Центральном банке Ирана прошли экстренные совещания, а глава регулятора Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне валютного кризиса. Официально признается, что реал обрушился, инфляционное давление резко возросло, а попытки стабилизировать рынок не дали результата. В экспертной среде активно обсуждается версия о том, что в последние месяцы в экономику было вброшено огромное количество необеспеченной денежной массы. Часть аналитиков связывает это с ростом военных расходов после недавних столкновений и необходимостью срочного восстановления техники и инфраструктуры. Другие указывают на хроническую практику латания бюджетных дыр за счет эмиссии. Так или иначе, итог оказался одинаковым. Население, пытаясь спасти сбережения, массово ринулось в валюту, что лишь ускорило падение курса и запустило цепную реакцию недоверия. На этом фоне дополнительное раздражение в Тегеране вызвали информационные и психологические сигналы извне. В частности, резонансное сообщение на персоязычном телеграм-канале, ассоциируемом с Моссад, с прямым призывом выходить на улицы и обещанием поддержки, было воспринято иранскими властями как попытка внешнего вмешательства и подогрева протестной активности. Для значительной части иранского общества подобные заявления лишь усиливают ощущение, что внутренний кризис развивается на фоне жесткого внешнего давления и скрытой борьбы за дестабилизацию страны изнутри. Именно в этот момент внимание мировой прессы переключилось на Флориду, где Нетаньяху проводит серию встреч с американским истеблишментом. Помимо переговоров с самим Трампом, израильский премьер встретился с министром обороны США Питом Хексетом и госсекретарем Марко Рубио, а ключевой темой всех контактов, по данным источников, стал Иран. По данным некоторых ближневосточных и американских СМИ, израильская сторона последовательно пытается убедить Вашингтон в том, что иранская ракетная и ядерная программы выходят за рамки допустимого и требуют силового сдерживания, вплоть до нанесения превентивных ударов. Риторика Трампа в ответ на вопросы журналистов лишь усилила ощущение приближающейся развилки. Он прямо заявил, что если Иран попытается восстановить силы, США будут готовы нанести по нему удар, подчеркнув, что поддержит действия Израиля в случае продолжения ракетной программы или ускорения ядерных разработок немирного характера. При этом Трамп оставил для Тегерана формальное окно сделки, заявив, что соглашение было бы более разумным выходом. Однако тон его заявлений звучал скорее как ультиматум, чем как приглашение к диалогу. Особенно показательной стала фраза о том, что без Нетаньяху Израиль, по его мнению, мог бы вообще не существовать, что фактически стало публичным актом политической поддержки действующего израильского премьера. В Израиле подобные сигналы воспринимаются как зеленый свет для ужесточения линии в отношении Тегерана. В изданиях, близких к силовому блоку, все чаще звучит тезис о том,
что на фоне внутреннего кризиса в Иране и международного давления складывается уникальное окно возможностей. Не случайно иранские источники, связанные с корпусом стражей Исламской революции, сообщили о проведении масштабных ракетных испытаний по всей стране, словно демонстрируя готовность к эскалации и посылая сигнал, что Тегеран не намерен отступать под давлением. В этой логике вероятность второй крупной войны между Израилем и Ираном перестает быть абстрактным сценарием. Речь может идти как о прямых ударах по ракетной инфраструктуре и объектам, связанным с ядерной программой, так и о расширении гибридного противостояния, где военные действия будут сопровождаться санкционным давлением, кибератаками и попытками раскачать внутреннюю ситуацию в стране противники. Сам Трамп при этом старательно избегает прямых слов о смене режима в Иране, но регулярно подчеркивает катастрофическое состояние иранской экономики и напоминает, что протесты там традиционно подавляются силой, что выглядит как завуалированное оправдание жестких внешних мер. Отдельные ближневосточные эксперты считают, что ставка делается именно на внутреннюю дестабилизацию. В их интерпретации страх перед ракетами и авиаударами уступает место более опасному сценарию – спровоцировать мятеж, глубокий социальный раскол и затяжные потрясения внутри Ирана. Сочетание санкций, экономического кризиса, информационного давления и демонстративной военной угрозы способно создать эффект домино, особенно если протесты выйдут за рамки экономических требований и примут форму общенационального движения. На этом фоне в регионе продолжают происходить и другие процессы, которые дополняют общую картину турбулентности. Израильская армия объявила о завершении 100-дневной миссии и выводе резервной 55-й парашютно-десантной бригады с юга Сирии, что одни аналитики расценивают как попытку оптимизировать ресурсы перед возможной эскалацией на иранском направлении. Параллельно Анкара и Ереван договорились об упрощении визовых процедур для владельцев дипломатических и служебных паспортов, подтверждая намерение продолжать нормализацию без предварительных условий, что подчеркивает, насколько разнонаправленные и несинхронные процессы идут сегодня на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. В итоге складывается крайне напряженная конфигурация. Внутренний кризис в Иране, сопровождаемый протестами и экономическим обвалом, все плотнее переплетается с внешним давлением и жесткой риторикой со стороны Израиля и США. Встреча Нетаньяху с Трампом стала не просто дипломатическим событием, а своего рода маркером. Вашингтон дает понять, что готов поддержать силовой сценарий, если Тегеран не пойдет на уступки, а Иран, в свою очередь, демонстрирует готовность отвечать. Вопрос теперь заключается не в том, возможна ли новая фаза конфликта, а в том, кто и в какой момент сделает следующий шаг, и окажется ли он политическим, экономическим или военным. Оставляйте свои оценки в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе ключевых геополитических событий и их последствий. Мы продолжаем внимательно следить за развитием иранского трека.